Друзья, привет! Сегодня продолжение нашего предыдущего выпуска, ссылку на который появится вот здесь. Наконец-то пришли запчасти. Это отдельная была история с поиском этих запчастей и поиском именно того, что мы хотим, а не того, что предлагается везде. Не будем долго затягивать. Сегодня мы меняем опоры и опорные подшипники на Opel Astra H. Погнали! Итак, друзья, продолжаем дежавю. Мы опять в гараже и опять крутим Opel и опять переднюю подвеску. Это логическое продолжение. Ну, в принципе, парень в самом начале вам рассказал, что мы сейчас будем делать, поэтому не будем отвлекаться и посмотрим, что мы сегодня будем ставить. Наконец-то запчасти к нам пришли, это была большая проблема. А как оказалось с покупкой этих запчастей? Вообще, в последнее время с запчастями, если тебе нужен конкретный какой-то бренд или какой-то артикул, вечный геморрой. Половину нету, сейчас половины нет на складах. Тот же Сидом хотели купить, нет на складах. Одна штука валяется, вторую ждать месяц почти. То же самое с инновскими. У Инны тоже есть опоры, тоже крашеные черные, но, как оказалось, их тоже нет на складах. Поэтому мы импровизировали, поштудировали каталоги и купили Картеку. Тоже крашеную, черную, да, она тоже есть у Картека. Вот такого плана артикул 8301604 приходит в коробках и в пакетике. Никаких опознавательных знаков лишних нету. Форма под резинкой вот такая. Сзади написано только дата производства, сентябрь 18. Больше никаких опознавательных знаков на опоре нет и на резинке тоже. Первая. Такая же вторая. 9-18. Тоже никаких опознавательных знаков, но крашеная, причем крашеная даже внутри, и это радует. К ним комплект вот такие вот опорные подшипники 713 20 75 20. У наших вендоров есть точно такой же номер, но заканчивающийся на 00. Но это тот же Инна, Fiat, GM, USA, Opel. Приходят запаянные в одноразовом пакете. Все коды, коды я приложу где-то здесь, сейчас появится. Написано на пакете, что сделано в Германии. На подшипнике на самом также есть гравировка Инна с датой производства февраль 20-го, типа Германия. Но это вот лучшая упаковка, что я видел у подшипников. Готовим теперь пациента. Головка на 22 с хватом под ключ и торкс Т40. Ключ на 22. И сдергиваем гайки крепления. Особо откручивать не будем, просто сдернули одну гайку. И то же самое делаем с другой стороны. Сдергиваем колпачки, у кого есть. Срываем гайки, если без гайковерта. Перед тем, как домкратиться, не забываем ставить откаты, чтобы это у нас не укатилось. Ничего. Домкратимся. И с другой стороны то же самое. Не люблю из-за этого подвесочные дела зимой, но, как правило, только зимой ими и занимаюсь. Теперь наша задача первым делом открутить гайку крепления стойки амортизатора. Гайка на 18, середина держится торксом Т40. Для того, чтобы здесь без рычага не прыгать, нам, пытаясь открутить перержавевшую гайку, в моем случае она легко открутится, но в вашем случае это может быть достаточно проблематично. Если есть гайковерт, не крутя, срываем момент, как гайка пошла, все, снимаем ее, а дальше ключ на 18 одеваем, упираем его в стойку и просто Т40 трещоткой выводим стойку
Следующим этапом откручиваем две гайки, крепящие амортизатор к поворотному кулаку. Гайки на 18, болты на 18. Держим с этой стороны от проворота и срываем гайки гайковертом. Чтобы после того, как винты вытащим, поворотный кулак вместе со всей этой ерундой не упал на землю, мы подставляем под него бутылочный домкрат. Теперь берем отверточку и разжимаем полукольца. Аккуратненько. Если вы хотите их же использовать, вообще по ТИСу написано, что извлечь полукольца не сломав невозможно. При каждом разборе надо менять полукольца. Перед тем, как снимать стойку, необходимо освободить разъем датчика АБС и крепление тормозного шланга к кронштейну стойки амортизатора. Здесь есть, вот как в прошлом видео уже, наверное, внимательно заметили, язычок, его нажимаем, и у нас спокойно разъем снимается. Освобождаем шланг. Придерживая стойку из арки, снимаем последнее полукольцо, которое не давало ей упасть вниз. И спускаем стойку в арку. Вытаскиваем амортизатор в сборе. Раз. Опа! А у нас на столе опять два наших грязных аморта. Сейчас мы их полностью разбираем. Я их сейчас помою, и через пару секунд вы в кадре их увидите уже чистыми и готовыми к сборке. Вы это все видели в предыдущем ролике. Подсказка на него сейчас сверху появится. Вкручиваем верхние гайки, которые мы совали ранее. Перед тем, как их откручивать, чтобы пружина нас не отстрельнула, надо стяжками стянуть пружину. Поэтому первым делом одеваем стяжки. Одели стяжки с двух сторон. Стягиваем потихонечку, равномерно. Пружины короткие, долго стягивать не надо. И откручиваем гайку. Все, снимаем гайку. Снимаем опору. Подшипник. Пыльник. Отбойник. И пружину. И то же самое делаем со второй стойкой. Вы посмотрели, как мы это все разобрали. Теперь давайте обсудим, что мы будем собирать и как это выглядит в разобранном виде, и обсудим все компоненты, чтобы в дальнейшем при сборке у вас, допустим, на других компонентах вопросов не было в конструкции. Сейчас появится схема, из чего состоит подвеска передняя, да? То есть как собирается наш столбик, и я сейчас покажу на верстаке. Я помыл детали, и они уже готовы к сборке. Вот наши столбики. Я сходил, помыл их. Так, чтобы собирать можно было на чистовую, без песка и земли. Новые опорные подшипники иновские. Новые опоры Кортека, крашеные. Полукольца сохранились, но у меня был еще комплект полуколец. Хочу попробовать вариант, что те полукольца, которые были не оригинальные, могут быть не такой высоты, и это еще может играть роль. Дальше обязательно проверяем, делаем осмотр вот этих резинок, которые одеваются на нижние витки пружин, чтобы они были не рваные, целые, иначе пружина будет стучать по тарелке. Помыл пыльники, отбойники и, соответственно, сами пружины. Сейчас будем все собирать, но перед сборкой обязательно набьем новые опорные подшипники смазкой, потому что сейчас я открою их, вы посмотрите уже на головную камеру, там будет немного смазки, чтобы туда постоянно не лазить, потому что такой узел не особо приятный в плане разбора, грязи там дофига. Даже новые опорные подшипники набиваем смазкой, я набиваю литолом, если вы используете другую смазку, как бы Welcome. Ну, это достаточно
хорошо себя зарекомендовал, уже 8 лет езжу на таких подшипниках. Итак, набиваем подшипники литолом. Открываем, поддеваем ножом. Снимаем верхнюю оправу. И то же самое со вторым подшипником делаем. Разбираются легко, без фанатизма, просто чуть-чуть поддели 2,5. Потом берем наш литольчик. И набиваем смазочки. Собираем первый. Вот, и он становится уже, даже ездит поплотнее. И то же самое делаем со вторым. И закрываем второй. Готово. Ну что, пришло время нам их собрать. Будете видеть только мои руки. Остальное будете видеть либо здесь, либо там. Я буду переключать между камерами. Сегодня у меня нет оператора, потому что оператор может заболеть в гараже. А нам не нужны больные операторы. Короче, собираем все взад. Ставим гайку, наживляем, закручиваем гайку, пока она не упрется в опору. Снимаем наши стяжки. Так, одну подсобрали. Делаем то же самое со второй. Так, все, стойки мы собрали. Резинки надо поправить. Но они сами выровнятся, когда мы поставим на место. Это у нас левая. Протаскиваем ее в стакан. Поджимаем ее одним полукольцом. Вот так поджали. Плотно залезает с новыми опорами. Поэтому немного сноровки и все получится. И теперь заводим кулак в сапог и фиксируем болтами. Раз и два. Поджали, чтобы не выпало с этой стороны. И тоже здесь то же самое делаем со второй. Затяжкой болтов тут несколько этапов. Сначала протягивается полтинником. Раз. Два. Финальная затяжка 80 ньютонов. Если новые болты, там еще указывается, что потом еще доворот на 75 градусов. Сейчас скрин где-то появится по моментам. Можете ознакомиться. Друзья, ну вот и все. Надеюсь, что больше мы в эту степь не полезем. Я уже выкатился, покатался и проверил, оказал ли это влияние и победил ли я этот стук. И да, пацаны, мы сделали это, теперь тишина. Наконец-то, спустя 2 года переборки всей подвески, всех вот этих вот нюансов. Ну, реально все перебрано. Ни одного необслуженного элемента в подвеске, в подрамнике,
не осталось. Это была финальная, самая скрытая и неявная проблема, которую я искал 2 года. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, критикуйте, заходите в Инстаграм, там периодически появляются клевые фотки нашей тачки. Ну и в Инстаграме вы всегда узнаете самые основные первые новости, которые впоследствии выйдут в Ютубе или на Драйве. То есть Инстаграм идет самый первый. То есть если что-то мы получили, что-то у нас сломалось, что-то нам предложили, что-то мы решили снять, первая весточка появится в Инсте. Поэтому, если ты пользователь Инстаграма, пройди и подпишись. С вами был Хостер Гараж. Это был выпуск по замене опор, амортизатора и опорных подшипников. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.